Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим очень интересные по своему звучанию наушники, которые удивили меня, от компании T-Force. Модель наушников Yuan Li. Это лимитированная версия в темной расцветке Dark Soul. За звук в этих наушниках отвечает 10-мм динамический драйвер с технологией DLC алмазоподобный углерод. Чувствительность наушников составляет 103,5 дБ и импеданс 32 Ома. Поставляются они с очень качественным кабелем от компании TAC Cables. Видимо, это была коллаборация. Здесь также указан производитель кабеля и бренд T-Force. Давайте распакуем эти наушники и посмотрим, что входит в комплектацию. Сама упаковка на самом деле оформлена в таком темном мрачном стиле, но она выглядит действительно круто и ощущается дорого. Ну а теперь, друзья, давайте полностью распакуем и посмотрим, что входит в комплектацию с этими наушниками. Здесь имеется гарантийная карточка компании. Имеется также гарантия на кабель и на сами наушники. Ну и также указаны социальные сети компании T-Force Audio Facebook и T-Force Audio Instagram. Итак, друзья, нас встречает сразу вот такой вот чехол из искусственной кожи. Имеет надпись T-Force Audio. Он выполнен действительно качественно. Является отличным хранилищем для переноски и защиты ваших наушников. Хороший плотный материал, к нему вопросов нету. Также здесь находится 6 пар отличных амбушюр. Смотрится все красиво, оформлено, балансные, для баса. И здесь должны быть пенные насадки, но их не было в комплекте. Я так понимаю, их убрали. Но это на самом деле не столь важно. Я обычно их не использую. Амбушюры подойдут для большинства пользователей. Менять на какие-то другие их я не вижу смысла. Я пробовал использовать с других наушников. Но особого результата этого не принесло мне. Давайте посмотрим сами наушники. Вот так они упакованы дополнительно. Корпус наушников изготовлен из алюминия. Он обеспечивает хорошую и очень плотную посадку в моем случае. Наушники буквально погружаются в ушной канал и не вызывают дискомфорта. Я могу в целом сравнить их удобство с наушниками от компании Shure, модель наушников S12. Здесь имеется логотип T-Force Audio. Вот так он нанесен. Также здесь имеется одно первое, то есть компенсационное отверстие. Они не собирают в целом отпечатков за счет вот такого матового покрытия. Также здесь имеется вот такое золотое сопло. Смотрится хорошо. Здесь небольшая такая сеточка. И второе компенсационное отверстие. Вот здесь оно находится. Теперь, друзья, давайте рассмотрим комплектный кабель. Я не могу вообще не упомянуть его. Это отличный, качественный кабель. Все это время он находился вот в этом защитном чехле. Давайте теперь рассмотрим его подробнее. Он имеет вот такой вот серый цвет. Не имеет микрофонного эффекта. Это, конечно, не самый толстый, но и не самый тонкий кабель. Вот так он выглядит. В наушниках он действительно очень надежно ощущается, вызывает лишь только доверие. Имеет двухпиновый коннектор 0,78 мм. Правый канал это красный, левый это соответственно синий. Здесь также имеется специальный фиксатор для затяжки кабеля. Вот здесь он находится, чтобы вы могли без проблем затянуть кабель
Я всегда пользуюсь им. И он отлично выполняет свою роль. Кабель поставляется с 3,5 мм джек. К сожалению, не 4,4. Было бы вообще идеально. Но в целом это также хорошо. Здесь также указан логотип компании, производящей эти кабеля. Так Cables, я видел сайт с их кабелями. Они делают действительно очень интересные кабеля. Как по мне, я считаю, T-Force имеет смысл сотрудничать с ней, потому что, ну, кабель действительно качественный, крутой, я не знаю, что еще про него сказать. В целом, это отличный кабель, идеально подходящий в цвет к наушникам. Давайте я подключу его, чтобы показать вам сразу, как это смотрится все вместе. Очень органично и очень сочетается по цветовой гамме. Вот так. Вот так они смотрятся. Вообще отлично. Ну а теперь, друзья, пришло время поговорить о звуке в этих наушниках. Слушал я их с комплектными белыми насадками и вот этим фирменным кабелем. Начнем сразу с низких частот. В T-Force Yuanli меня действительно они очень удивили. Они звучат сбалансированно, контролируемо, не лезут на средние частоты, имеют отличную и четкую текстуру, общую и точную проработку и отличную глубину. Я также ощущал в них очень точный, аккуратный, плотный удар саб-баса, мид-баса. Здесь также очень хорошо звучит удар кика, то есть бочки. Он отлично ударяющий, выраженный, позволяющий мне насладиться большинством своей любимой музыки в своей библиотеке. Отличная слышимость эффектов, дисторшена и сатурации здесь также присутствует, как в большинстве наушников этого класса. Средние частоты имеют очень приятный и теплый оттенок, который отлично работает и соприкасается с нижними частотами. Мне понравилась естественная тональность на средних частотах. Без ущерба для баса совершенно его нету. Здесь действительно ровная чистая середина, которая меня удивила, несмотря на их ценовой диапазон. Я напоминаю, это не самые дорогие наушники в своем сегменте. На самом деле середина здесь очень хорошая получилась, на мой взгляд. Она хорошо справляется с тем, чтобы придать голосам и инструментам необходимое присутствие, не преусердствуя при этом. За счет небольшого подъема на частоте 3 кГц вокал находится впереди и ближе к нам. Он очень хорошо помогает избежать чувствительной резкости. Я бы сказал, что средние частоты, безусловно, являются одним из основных дополненных моментов к низким частотам в Yuanli. Они действительно очень хорошо так справляются со своей задачей, не привлекая на себя лишнего внимания. Высокие частоты в этих наушниках имеют достаточное разрешение, общее расширение, чтобы обеспечить дополнительную детализацию и вот этот самый объем, чтобы наслаждаться любимыми треками. Что меня порадовало, они не имеют резонирующих частот, каких-то резких пиков, резких спадов. Всего этого действительно нету. На самом деле в этом диапазоне много наушников, имеющих проблемы именно с высокими частотами. Но здесь все получилось гладко и утонченно. Это звучит больше как неутомительная подача с медленным спадом в области самых верхних частот. Все, что я хотел бы, это получить немного больше акцента на тарелках и большую выделяемость их в миксе, это было бы просто идеально. Звуковая сцена и стереопанорама имеет широкое и хорошее расширение, ощущение глубины и отлично прорисованные инструменты, находящиеся в каждом отдельном поле. Расположение самих инструментов и вокала звучало на самом деле очень естественно, как в хороших планарных наушниках. Я бы примерно так это все вместе сравнил. Ну а теперь, друзья, вывод по данной модели наушников. Yuanli, на мой взгляд, это одна из тех самых выделяющихся жемчужин динамических наушников. Не самого дорогого сегмента,
Она на самом деле уникальна в своем деле. Наушники определенно доставляют удовольствие, и порой от них очень трудно оторваться. Я также протестировал и использовал в своей работе именно эти наушники как музыкальный продюсер. Они получились действительно универсальными и определенно подошли мне. Это незаменимые наушники для случайных, возможно, аналитических прослушиваний и музыкантов. Рекомендую попробовать и начать первое знакомство с этой компанией T-Force Audio, именно с этой модели. Ссылка на покупку наушников находится в описании под видео. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока. Увидимся в следующем обзоре.